Всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, не забудьте подписаться. А сегодня я расскажу вам о смартфоне Realme 11 Pro Plus. Realme 11 Pro у меня уже был на канале. Да, по большому счету они отличаются только сенсорами, фронтальным и основным. Еще немного, чуть-чуть отличаются железом. Но если вы смотрели на 11 Pro обзор, вы уже знаете, что это за штука. Если вам интересны фотографии, то это про данный смарт. Я очень советую вам на телегу взаимопомощи мою личную подписаться и скачать оттуда исходники. Их уже очень много, чтобы на своем откалиброванном мониторе понять, хорош ли данный смартфон или нет. Все результаты тестов, как он в играх, как он в использовании и всем остальном, вы узнаете в ролике, как и минусы китайской либо глобальной версии. Смотрим. Упаковка. У меня на руках китайская версия смартфона, но, к слову, еще раз повторяю, что глобалка стоила примерно так же. В телеге скидок можете посмотреть. Упаковка белая, с желтыми вставками из довольно плотного картона. Пришла коробка целая, как и сам смартфон. В комплекте мы имеем силиконовый чехол, документацию, смартфон, наклеенную защитную пленку, ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, блок питания на 100 Вт, в отличие от 11 Pro. Напомню, что в 11 Pro было только 67. Далее есть кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Весит 11 Pro Plus 190 граммов, а размеры 162 на 74 на 9 мм. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band в 7 пока серии. 8, когда глобалка выйдет, пообозреваю, тогда ее буду разыгрывать. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, скоро распродажа на Али, телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, где мы обсуждаем все девайсы еще до обзоров, во время обзоров и после обзоров. Приобрести данный смартфон можно в 3 вариантах расцветки. Это черная, зеленая и бежевая. Дизайн смартфона такой же, как и дизайн у 11 Pro. Над ним команда работала Realme Design Studio совместно с бывшим дизайнером принтов от Gucci Матео Минотто. Тыльная часть выполнена из искусственной кожи, а рамка пластиковая. Сколько уже фотографий в сети, что происходит с искусственной кожей через какое-то время использования, вы видели. Так что помним, что это дело все равно носить в чехле. Интересно оформленный трехполосный шов на тыльной части также присутствует, но только в бежевой и зеленой расцветке. Сборка хорошая, как и качество материалов. Официально заявленного стандарта защиты от влаги, пыли, брызг нету, что неудивительно. По эргономике смартфон в руке ощущается довольно тонким и легким, грани закругленные, что многим будет удобно. Но опять же, для игр, повторяюсь, по мне прямые грани лучше. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, 2 микрофона с шумоподавлением, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Качество звука хорошее, но такое же, как и в младшей версии. На борту есть предустановки звучания, за что спасибо. Список поддерживаемых аудиокодеков вы можете видеть на экране. Мини-джек и ИК-порт отсутствуют, что я однозначно отнесу к минусам. Вибромотор тактильно неплохой, но не настраиваемый. Летим дальше. Смартфон оснащен изогнутым AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей Full HD+, с закаленным стеклом с двойным усилением. Рамки небольшие, как в целом и подбородок. Соотношение экрана к корпусу 93%, контрастность 5 миллионов к 1. Цветовой охват 100% DCI-P3 с поддержкой 1,7 миллиарда цветов и HDR10+. Смартфон имеет 20 тысяч уровней затемнения для более плавной регулировки яркости. Автояркость работает корректно, пиковая яркость 950 нит, что скромно. На солнце вам будет его не хватать для длительного использования. Плотность пикселей 394 ppi, не читалка это, но это хорошая плотность. Тот, кто смотрел мой обзор на Realme 11 Pro, уже поняли, что экраны у этих двух моделей одинаковые, хотя и ценник плюс-минус тоже. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, плюс есть авторежим, что удобно. Тач на 360 Гц, а мгновенная частота дискретизации до 1260 Гц. Тест на частоту дискретизации касания показал средний результат, мультитач есть и экран на 10 касаний откликается. Полноценный Always On дисплей на борту, высокочастотное шим-затемнение до 2160 Гц. Выше 20% шим не поднимается, что хорошо, но не идеально. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, и с измерением пульса. Распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лица срабатывает, разумеется, отлично, но внести биометрические данные можно только одного лица, что, наверное, и хорошо.
хорошо. Сканер отпечатков пальцев работает довольно быстро, зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, в отличие от Xiaomi, при этом завести 5 других отпечатков пальцев можно. Летим дальше. Процессор здесь установлен MediaTek Dimensity 7050 с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами. Нехорошо это, правда. Максимальная частота которого 2,6 ГГц, графический процессор Mali G68MC4, интерфейс Realme UI версии 4.0 на базе Android 13 версии. Если вы смотрите не в момент издания этого ролика обзор, а через полгода, разумеется, версии уже там будут другие, все обновится. Русский язык на борту, но перевод неполноценный, пока. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память версии 3.1 на выбор 256, 512 или терабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, VoLTE, VO Wi-Fi, поддержка 5G сетей, что не для всех актуально, но хорошо, что они есть, потому что они развиваются и у нас тоже. И технология Dual 5G. Для 4G сети 7 бенд на борту, 20-го нет. Опять же в китайской версии, в глобалке все есть. Датчик приближения отрабатывает без нареканий, запись разговора в стоке есть, так как это китайская версия и без уведомления собеседника о начале записи. В глобалке такого не будет. Bluetooth версии 5.2, NFC модуль в наличии, в отличие от 11 Pro, там его не было, это эпичный фейл за те деньги. GPS-тест показывает точность стандартно для Mediatek в 1 метр, аккумулятор емкостью 4870 мАч, в PC-марке смартфон выдал бодрые 8 часов 28 минут, это прям прилично. 11 Pro Plus поддерживает быструю зарядку на 100 Вт, заряжается смартфон от 0 до сотки за 31 минуту у меня, что очень даже быстро. Беспроводной зарядки нет, что неудивительно за эти деньги. Поедает за час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi у меня в среднем 7% заряда. В играх с одновременным стримингом за час уходит в среднем 23, запись стрима уже можете посмотреть на лайв-канале. Яркость смартфон сбрасывает, просадка FPS присутствует, стабильности мало, 90 FPS нет у нас в PUBG, но в целом играть можно. Перейдем же к тестам. В тесте на стабильность смартфон, что выдал, вы видите. Сколько в Geekbench 6, сколько в 3D Mark, все видите сами. Обратите внимание на стабильность в 3D Mark. Я не скажу, что она ужасна, потому что 99,5% в том же Wildlife Extreme стресс-тесте это прям круто. Но циферки он показывает довольно скромные. В Antutu после последнего обновления, собственно, смартфона, которое прилетело у меня только вчера, смартфон все равно выдал 585 тысяч попугаев. Быстрее он не стал, мощнее тоже. Storage тест показал скромные 58 тысяч. Все как и было. 45-минутный стресс-тест прошел стандартно. Ни хорошо, ни плохо. В среднем, что и ожидалось от этого процессора. Теперь самое интересное. Блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и LED-вспышки. Основной модуль на 200 мегапикселей. Samsung ISOCELL HP3 Super Zoom со светосилой f1.69, углом обзора 85 градусов и поддержка оптической стабилизации. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием в 4 сантиметра. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Фронтальный сенсор от Sony на 32 мегапикселя. Напоминаю, что у 11 Pro было на 16 мегапикселей с углом обзора в 90 градусов. Находится он в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. В стоковой камере достаточно различных функций, фильтров, режимов. Короткие примеры фото и видео вы сейчас увидите. Основная камера 1080p 60 FPS. И самое интересное, не какая здесь картинка, а прислушайтесь, какие здесь звуки. Видите, сколько живности? Да-да-да. И все общается друг с другом. И это все? Да. Девушки, приглядывайтесь, это летучие мыши. X10. Все это летучие мыши. Вот так. 60 FPS, к слову, когда ты делаешь фото в высоком разрешении, даже днем, необходимо стоять неподвижно около 3 секунд. И если ты стоишь 1,5, фото особо не смазывается. Но у меня есть смутное ощущение и по моим тестам, что качество страдает у фотографии. То есть, если вы планируете снимать в высоком разрешении, планируйте останавливаться из разряда вот так раз, два, три, и тогда сфотографировали. Немного двухоконного режима. Видите, что я вижу? Крокодилова ферма. Близко. Вообще, по логике, он может подпрыгнуть и цапнуть меня. Расширик. 1080p. Никуда не двигаемся. Снимаю с упора.
Основная камера 4К 30 FPS, максимум снимаю с упора, видите, рыбки плавают. Такой, кто сытый и ничего не ест в пруду. Такая вот жизнь больших крокодилов. X 10 максимум, но лучше им не пользоваться, разумеется. 2 4К 30 FPS, максималочка. Фронталка с нулевой ретушью, 4К 60 FPS, самы и не только. Ощущение, что они сейчас выпрыгнут, правда? 4К 30 FPS. Павлин. Вот так он выглядит вблизи. Первый раз, по-моему, не убегает павлин от съемки. Надеюсь, не разобьет камеру. Хотя у него есть такой соблазн. Сейчас пальцем помогаю фокусироваться. И так вот мечта натуралиста юного. 4К 30 FPS нужно докормить. 4К 30 FPS. Съемка с одной руки. Водный рынок. 1080p 60 FPS. Съемка против солнца. Смотреть туда невозможно. И вот так вы сможете снимать объекты, если будете снимать их с одной руки, не спеша, на Realme 11 Pro Plus. Напоминаю, что 4К 60 FPS здесь нет, и об этом вам скажу раз 400 за ролик, что непривычно за эти деньги не иметь 4К 60 FPS. И немного фронталки в 1080p, съемка против солнца. Вот так вы сможете себя снимать на этот смарт. Ультраширик Чонбури, нестандартная курортная штука. И вот так вы сможете снимать объекты, улицы и все остальное. Местное чудо. 4К 30 FPS, и как у нас, здание за миллионы, попроще и фавела. Все рядом. Максимально рядом. Вот так сможете снимать в максималке 4К 30 FPS. Если встать и постараться снимать красиво, опять же там против солнца получается, туда смотреть очень тяжело. По мне смартфон справляется. 4К 30 FPS, максимально крутой фудкорт, огромнейший вообще. 4К 30 FPS, вот так здесь реализовано подключение к электроэнергии в фудкорте. То есть просто кабеля. Просто. Вау. 4К 30 FPS, местный парк. Почти все занимаются спортом, ходьбой, но все равно народ делает фото, гуляет. Я бы сказал, почти все на спорте, во всяком случае, кто сюда заходит. Так что долголетие здесь это не только морепродукты, но и отношение к своему телу. В принципе, как и везде. 1080p 60 FPS, парк. И вот так, с одной руки, можно здесь осуществлять съемку. Дорожки бетонные, в мягких кроссовках тоже норм. Хотя я бы предпочел бегать, конечно, по прорезиненным дорожкам. 1080p 30 FPS, а вот в туристической Паттайе фронталка, да, как не справляется против солнца, таких парков нет. Либо я не нашел. Вот так. 1080p 60 FPS, немного змей, совсем чуть-чуть, как мне правильно сказали, у нас тоже своих змей хватает, но вот так вы сможете, если будете куда-то выезжать, снимать
живность рептилий. 1080p фронталка, и, как говорится, лучше много маленьких примеров, чем один большой длинный, правильно? Можно X1 делать, можно 0.8. Как работает микро в чехле, вы слышите и видите, в принципе, как отрабатывает картинка. 30 FPS, X, X2, X3, X4, X10. 4К 30 FPS, гипопотамы, X2, X3. Вот они периодически морды высовывают для того, чтобы подышать. 4К 30 FPS. Вот так вы сможете виды снимать. И против солнца. Здесь крокодильчики бегают периодически, маленькие. 80p 60 FPS, основная камера. Солнце, съемка против солнца. Смотреть туда тяжело, в сторону солнца. Поэтому в целом все справляется довольно неплохо. Но, повторяюсь, есть только 4К 30 FPS. 4К 60 FPS отсутствует, а снимаю сейчас 1080p. Как всегда, разумеется, есть двухоконный режим, и можно в X2 входить моментально. Но поменять квадратик нельзя. 4К 30 FPS. Золотые рыбки. Тут, по большому счету, если в фиксированном состоянии смартфону, этого более чем достаточно, правда? Там, где не нужна особая плавность. Вам для сравнения 1080p 60 FPS. Вот так. Снимаем. 80p 60 FPS. Живность. Привет. Побег. 30 FPS, не знаю, почему это освещение конкретно смарту не нравится, но частота ламп, мерцание здесь сильно влияет. 1080p 60 FPS тоже без изменений, мерцание не убрать никак. С другой стороны, где лампы чуть-чуть другие, мерцания нет. И еще совсем немного фронталки в лифте, вот так. Вы сможете с ним снимать, и главное здесь, конечно, угол очень широкий, удобно, можно далеко руку не относить, а фактически на расстоянии, наверное, 30 сантиметров разговаривать, и никаких проблем не будет. Разумеется, вы в кружочке, вспышка включается, и здесь все как всегда у Realme. Минусы: нет запаса по производительности, нет 60 FPS для основного сенсора, 4К 60 FPS must have за такие деньги, нет АК-порта, нет мини-джека, ну и на фронталке 1080p 30 FPS тоже не волшебная штука. Нет 20-го бенда в китайской версии смартфона, и у тех, кто купил его не на Алиэкспрессе, наблюдаются проблемы с разблокировкой. Напоминаю, что с Али продавцы отправляют уже активированные китайские версии, но опять же они стоят так же, как глобалки, поэтому смысла сейчас, наверное, их покупать нет. Но это все равно минус. Не хватает яркости. По мне, могли бы и получше экран сделать, может, чуть дороже. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Всем огромное спасибо за просмотр. Много резюмирую на фронталку этого смартфона, потом будет опять на Sony FX3. Почему? Потому что вы должны четко понимать, что фронталки, хотя снимают в 1080p, они абсолютно разные. То есть, почему я снимаю сейчас на нее, потому что в 1080p также вроде бы снимает фронталку у 11 Pro. Но если вы посмотрите ролик на 11 Pro, Realme 11 Pro, и этот ролик, и посмотрите качество съемки, небо и земля. Так что всегда, если вы подбираете какое-то устройство, у вас ограничен бюджет, вы не покупаете флагман, старайтесь сравнивать. Здесь можно и единичку ставить, и 0.8, но особо мне нравится здесь у фронталки качество, раз, плавности мало, потому что FPS не вытягивают. Но все остальное меня более чем устраивает. Не забывайте, на любую железку, особенно за такие деньги, нас уже приучили, что 200-300 долларов смартфон, 400-500, да на эти же деньги можно жить, не знаю, там 3 месяца. Это устройство не на один день, поэтому всесторонне его рассматривайте, делайте выбор долго, упорно и тщательно. Потому что возможно, ну невозможно, а в 99% случаев вам потом это дело как-то продавать еще, даже после вашего использования. Либо отдавать родственникам, которым нужны смартфоны попроще.
а к тому моменту, как вы будете его продавать, он будет как раз попроще. Первое. Во время распродажи в моей телеге скидок я выкладывал глобальную версию, получается по 29, потому что курс подскочил. У 11 Pro Plus должен был быть ценник 26. Может быть, кто-то успел ухватить это дело за 26. Если говорить о китайской версии, если не покупать на Али, то на других платформах уже были истории, когда отправляли эти штуки заблокированные. Напоминаю, что у меня китайская версия, но здесь также есть Google сервисы, также есть русский язык, и никаких проблем у меня с ней нет. Но с другой стороны, опять же, русская версия стоит столько же, зачем вам покупать китайскую? Здесь в китайской не хватает бендов, как я уже и сказал. Если говорить про конкретно этот смарт, что о нем я могу сказать? Это не игровое решение. Если говорить о каких-то недостатках, для меня все еще это отсутствие мини-джека и К-порта, потому что у остальных подобных смартфонов конкурентов это дело есть. Если говорить о камере, отсутствие 4К 60 FPS лично для меня критично, и я бы сказал, что примеров у меня на лайв-канале достаточно, как у него камера работает, видео про фото я уже говорил, что качайте исходники и смотрите. Как фото-смартфон, он в каком-то смысле конкурент с Pixel 7a. Потому что у того ценник космоса, я бы сказал, что фотографии, ну, близки. Я не скажу, что одни лучше, другие хуже. А учитывая, что стоимость на 25% у этой штуки ниже, может быть, оно вам и зайдет. По поводу дизайна, мне он нравится. Вроде бы у тебя должны быть какие-то дополнительные плюшки от производителя. Ну, 100-ваттная зарядка, это круто. Но 4К 60 FPS, повторяюсь, это как краеугольный камень. Вы делаете камерафон, так делайте его до конца. Поэтому до 30 тысяч рублей данному смартфону да, как аналогу камерафонов подешевле. Свыше 30 однозначно и нет. Повторяюсь, что у конкурентов очень много смартов, даже у бренда BBK, которые будут точно не хуже в этот ценник. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, интересны ли вам такие штуки. Скоро будет обзор, послезавтра, скорее всего, на новый OnePlus, а потом, может быть, на Asus ROG Phone 7 Ultimate в скором будущем. Девайсу от меня, повторяюсь, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.